Друзья, всем привет! Канал эстетической красоты и психологического здоровья снова с вами. Сегодня продолжаем ухаживать за лицом. В прошлый раз мы ухаживали, но не до конца. И поэтому сегодня я хочу показать парафиновую маску. Маска на все времена. Максимум, что нельзя, эту маску сильно разогревать и делать у тех, у кого большое количество сосудов на лице. Это купероз. Но открою секрет, купероз очень легко и быстро убирается лазером. Поэтому женщины не нужно колоть себе инъекции от купероза, пользоваться кремами и так далее. Все равно это ничего не поможет. Сделайте себе лазер, избавьтесь от купероза и делайте парафиновые маски. Они очень хорошо питают лицо, но после массажа расслабляют мышцы, поэтому эффект после массажа может теряться. Поэтому косметологи, когда вы делаете массажиста массаж и хотите лифтинговый, особенно в конце, если вы хотите видеть результат, никогда после этого не делайте парафиновую маску. Или предупреждайте своих клиентов, что мы делаем парафиновую маску, но мышцы расслабляются, эффект, конечно же, уменьшается. Что нужно? Нужно, конечно, клиента нашего умыть прежде всего. Умыть, сделать пилинг, то, что сейчас я и сделала. Умыла, сделала пилинг, протонизировала лицо, нанесла маску, провела еще процедуру ионофореза. И после этого ионофорез не обязательно проводить, но можно для улучшения проникновение активных ингредиентов маски в более глубокие слои эпидермиса. Теперь я беру обычную салфетку. Это салфетки, которые я покупаю в аптеке, 45 на 29 сантиметров. Можно глазки закрыть ватными дисками, чтобы не попал парафин. Но это могут сделать мастера, которые неопытны в нанесении парафиновых масок. Что нужно для парафиновой маски? Просто примерить, положить на клиента салфетку и примерить, где будет носик у нас находиться. Вот носик здесь. Берем эту салфетку. Здесь, в принципе, пополам. Можно еще ее изначально было взять пополам. Угу. И делаем надрез. Один надрез сделали. И потом делаем уже вертикальный. Здесь мы сделали горизонтальный надрез. Вот я запуталась в этой салфетке. И делаем еще горизонтальный надрез. Для носа. Глаза у нас все будут закрыты. Я не люблю глаза закрывать, потому что я люблю еще на веки немножко. А на подвижные, конечно, веки я не наношу. А вот на область верхнего века могу нанести немножко парафина. То есть кладу просто салфетку на губы. Очень классно. Губы потом напитаны. Вот у кого сохнут губы, можно не колоть гиалуронку, можно сделать такой уход с ионофорезом, с маской, с увлажняющей. И потом еще парафиновую маску нанести. Это просто будет бомба. А голову прошу клиента немножко наклонить в сторону, для того, чтобы у меня парафин не растекался. Температура определенная выставлена уже, чтобы, естественно, не повредить лицо и не допустить потом появления волдырей у клиента на лице. Работа кипит у нас. Там у нас клиенты тоже ходят. Пробуем на тыльной стороне поверхности парафиновую маску. Да, я чувствую, что она как бы достойна сегодняшнего нашего клиента. И начинаю наносить. Наверное, нанесу с менее таких чувствительных зон. Буду наносить, может быть, со лба, легкими движениями. Ну, может быть, чуть-чуть горячо, но это очень быстро все проходит. Быстро она остывает. Не супер горячо, терпимо, да? Близко держу парафин. Также можно эти маски парафиновые наносить на коллагеновые листы. Это будет вообще потрясающий результат. Но коллагеновые листы достаточно дорогие, поэтому качественные, я имею в виду. Поэтому можно сделать обычную увлажняющую маску, вбить ее ионофорезом и потом сделать парафин. На губки наношу. Для чего я делаю на марлю? Для того, чтобы мне потом его легко было удалить. Если вы не верите и вы экспериментатор по жизни, вы можете попробовать это сделать без марли. Вы увидите эффект, эффект того, как вы будете долго удалять
парафин с кожи клиента. И на веко, да, не горячо, нормально, да, наношу. Можно на нос чуть-чуть нанести, хоть он и у нас открытый, но это будет легко удаляться. Здесь у нас парафин, он очищенный для лица, содержит пчелиный воск. Теперь в другую сторону чуть-чуть. Сколько лежать в этой маске? Минут 15. В этот момент можно предложить клиенту сделать массаж шейно-воротниковой зоны, массаж головы. Такому массажу вы можете научиться в моих видеоуроках. Переходите на сайт курса массажа Ольги Бугановой, оставляйте заявку на приобретение видеоурока. Там как раз вы сможете оставить свою заявку, я с вами свяжусь, вы приобретете видеоурок, обучитесь ему и будете предлагать своим клиентам массаж шейно-воротниковой зоны головы во время того, когда они лежат, например, на спа, в термоодеяле или вот на такой процедуре. Я против того, чтобы клиента, как в древние времена, мастер оставлял в кабинете, а сам уходил. То есть я считаю, что мастер должен постоянно находиться с клиентом. Бывает, да, такое, что клиент хочет побыть один, полежать в одеяле час. Но даже если вы оставляете его в термоодеяле, все равно каждые 5 минут, 10 вы должны приходить и проверять его самочувствие. Ну не 10, даже 5, 7. Сейчас у нас все бегут, все спешат. И на самом деле очень важно прийти и за короткий период ровно сделать большее количество процедур. Ну вот на глазки тоже под глазками можно нанести вот на эти части. В зоне, где у нас мимические морщинки могут образовываться. Ну и не горячо, потом привыкаешь уже, да, комфортно. Вот так мы оставляем клиента. Можем его оставить отдохнуть, а можем в этот момент, здесь у меня кусочек парафина прилип, хотя его можно использовать как масло на самом деле. Я иногда по нему, по этому парафину делаю массаж. Беру парафин, который не разогрет, он в такой большой коробке, разогреваю его и делаю по нему массаж. Это еще актуально, такой массаж делать перед тем, как человек хочет выйти на яркое, активное солнце, потому что парафин будет защищать, он будет создавать дополнительный липидный слой. Ну вот о чем я и говорила. Клиент лежит, отдыхает, а мы делаем массаж шейно-воротниковой зоны. Друзья, всем до встречи, ставьте лайки, подписывайтесь, приходите на обучение. Пока!